В одном отдаленном поселении Арден, среди холмов и густых лесов Северной Европы, археологи сделали открытие, которое изменило представление о древнем мире. Под слоями земли, нетронутыми более 2000 лет, они обнаружили богатое захоронение могущественного правителя. Когда гробницу вскрыли, стало ясно, что перед ними не просто могила, а символ власти и влияния. Покойный был окружен роскошным бронзовым банкетным набором, украшенным изображениями мифических существ и богов. Предметы, найденные внутри, происходили из разных уголков древнего мира и преодолели сотни, а возможно и тысячи километров, прежде чем оказаться здесь. Это была гробница, относящаяся к эпохе древних племен, которые населяли Центральную Европу задолго до появления письменной истории. Их культура не оставила письменных свидетельств, и все, что мы знаем о них, складывается из подобных находок. Древние хроники южных народов впервые упомянули эти племена, описывая их как сильных и богатых людей, живущих далеко за пределами известного мира. Исследователь по имени Маркус Верен, посвятивший годы изучению связей между южными и северными культурами, утверждал, что эти народы играли ключевую роль в формировании торговых путей, соединявших разные цивилизации. Согласно древним записям, великая река Истар брала свое начало на землях этих племен и пересекала континент, связывая отдаленные регионы. Современные ученые соотносят эту реку с Дунаем, который проходит через сердце Европы. Именно вдоль таких рек и возникали крупные центры, один из которых находился на высоком плато, где возвышались укрепленные поселения и богатые гробницы. Археолог Даниэль Краус много лет исследовал это место, где были обнаружены остатки домов, мастерских и мощных оборонительных стен. Население поселений достигало нескольких тысяч человек, что по меркам того времени было огромным числом. Его расположение позволяло контролировать торговые потоки, и именно это обеспечивало богатство и власть правящей элиты. В другой части региона, недалеко от реки, была обнаружена еще одна выдающаяся гробница, принадлежавшая женщине по имени Элара. Ее захоронение было столь же роскошным. Она покоилась на повозке, украшенной золотом и драгоценностями, а рядом находились предметы, привезенные из далеких земель, включая янтарь с северных морей и кораллы из южных вод. Это доказывает существование обширной торговой сети, охватывающей весь континент. Ученые пришли к выводу, что реки играли ключевую роль в развитии этих обществ. Они служили не только источником жизни, но и путями, по которым перемещались товары, идеи и влияние. Вдоль рек возникали города, укрепления и центры власти. Археолог София Мартин исследовала артефакты, найденные в гробницах, и обнаружила, что многие из них были подарками, а не предметами торговли в привычном понимании. В те времена экономика строилась на обмене дарами. Правители получали редкие и ценные вещи от купцов в обмен на защиту и доступ к ресурсам. Эти предметы становились символами статуса и власти. Они демонстрировали силу и влияние владельца. Среди находок были бронзовые сосуды, украшенные изображениями воинов, золотые украшения, изысканная керамика и даже редкие металлические изделия. Многие из них были отремонтированы и дополнительно украшены местными мастерами, что увеличивало их ценность. В одном из музеев хранится сосуд, украшенный фигурами львов, один из которых был создан местным мастером после того, как оригинал был утерян. Это показывает, как древние мастера не просто копировали, а переосмысливали чужие произведения, придавая им новый смысл. Особое значение в этих обществах имели пиры и совместные трапезы. Большие котлы могли вмещать сотни литров напитков, и участие в таких пиршествах означало принадлежность к элите.
Тот, кто организовывал пир, обладал властью и влиянием. Интересно, что в этих обществах женщины играли значительную роль и могли обладать властью наравне с мужчинами. Об этом свидетельствуют богатые женские захоронения, где находят украшения, головные уборы и символы высокого статуса. Некоторые исследователи считают, что такие женщины могли принимать важные политические решения, включая вопросы войны и мира. Однако со временем эта могущественная культура начала угасать. Многие укрепленные поселения были разрушены пожарами, а жители покидали свои дома. Причины этого остаются неизвестными. Возможно, изменение торговых путей или утрата связи с южными цивилизациями сыграли свою роль. Исчезновение потока редких товаров привело к ослаблению элиты и разрушению сложившейся системы. Общество изменилось, ценности сместились, и на смену пришли новые формы организации. Сегодня от той цивилизации остались лишь руины, разбросанные по ландшафту, и богатые гробницы, скрытые под землей, которые время от времени открываются миру, напоминая о народе, который когда-то контролировал торговлю, создавал роскошные предметы и оставил после себя загадку, на которую до сих пор нет окончательного ответа. Спасибо за просмотр, дорогие зрители!